Итак, друзья мои, всем доброй ночи. Я иногда обращаюсь со словами «дорогие люди», но когда у меня даже это выражение украли, я немного ограничила это обращение, но в любом случае возвращаю на базу свое авторское выражение. Дорогие люди, всем доброй ночи. Немного обновим с вами в памяти. Да и, может быть, для новичков это будет полезно услышать. Так, начнем, пожалуй, книги. Я не буду сейчас делать акцент для практиков, для всех. Просто буду показывать все книги, приблизительно объясняя. Камера немного что-то начала не так снимать. Начнем. Это самая первая книга, она переиздана в новом качестве и без ошибок, потому что редакция, которая должна была издать более-менее достойно книги, издала их как-нибудь, абы как. Итак, давайте откроем. Немного покажу, потому что сильно... То есть особо много показывать сейчас нет времени. Все книги по отдельности, их много. Вот. Ритуалы для всех называются. Эта книга переиздана в новом качестве. По-моему, у меня наверху новый экземпляр, да. Но, в принципе, и второй экземпляр такого же содержания. Нет, это новый. Извиняюсь, это новый, не старый экземпляр. Так, «Живи богато». Здесь собраны ритуалы денежные, обращение к фортуне. То есть, для людей, которым именно вот в одном месте нужны, собственно говоря, денежные ритуалы. Здесь алтари наших зрителей. С любовью, очень красиво сделано все. Следующее – это для практиков. Яд и противоядие. Я не буду показывать здесь ритуалы, потому что они закрыты. Они не в открытом доступе и не нужно. Это 30 сильнейших порч и ритуалы для их снятия. Собственно говоря. Вот. Подождите. Так. Вниз, чтобы посмотреть. Вот. По гостя. Это для практиков. Так, семейный очаг. Здесь есть работы, которые я не показывала. Времени не было. Они не тайные ритуалы, но просто не было времени все показать. Это в основном касаемо семьи, детей, дома, благополучия и прочее. Вот. Это Зена пришла из прогулки. Иди сюда, Зена, не ходи туда. Так, это для всех книга. Книга Вичак, армянская книга судьбы, создана по традиции, по армянской традиции. Читать судьбу человека, узнавать. Я объясняла, когда мы получили эту книгу полностью, как пользоваться этой книгой. Сначала оживляют книгу, а потом каждый раз перед тем, как задать важный вопрос, все тихо. Нужно прочитать заклинание, потом открывать на любой странице. Вот. Наивен, легковерен. Это так,
раскрылась. Чуть тихо. Ну, вам может другой ответ дать. В принципе, здесь мы ничего не спрашиваем. Просто открываем, да, и здесь все, что угодно может открыться. Но для того, чтобы получить ответ на свой вопрос, нужно начитать заклинание, потом открыть книгу, задавая вопросы, а после благодарить за ответ. Эта книга становится живой, потому что здесь отвечают вам не страницы книги, а духи, которых вы призываете. Вы начитываете, читаете заговор и призываете духов, которые вам помогают, дают ответ на вопрос. Это вот, это все это отредактировано, этот рисунок, это лицо женщины, самой судьбы. Это работа Яны. Это не с интернета взятые картины. Это работа именно ее. Она работала, изобразила эту красоту. И поэтому она имеет особое значение. Здесь и страницы под старину сделанные, и орнамент, вот это все напоминает армянский алфавит. Далее «Щит от врагов». Вот эта книга. Это книга, помогающая убрать насланные, сделанные, отправлять обратно и отомстить. Здесь защита, наказание и помощь. И, между прочим, эта книга стала одна из любимых книг. В принципе, все книги любимы моими зрителями, но вот это особенная книга, потому что здесь собраны ритуалы именно для защиты себя, своей семьи, своего имущества и прочее. Вот «Щит от врагов». Мне нравится этот дизайн. Этот дизайн я подсказала, потому как видите, слово должно быть похоже на оружие, защищающее вас от вражеского вмешательства в вашу семью и вашу жизнь. Здесь тоже есть алтари, должны быть. Нет, в этой книге нет. Есть, правильно. Уже все. Тихо, Зина. Я сегодня немного устала, но мне нужно снять обязательно, потому что люди ждут, знают, и я должна была обязательно это показать. Обновить еще раз список книг. «Магия жизни». Если вы хотите ознакомиться с содержанием книг, то открывайте мой сайт, набирайте «Ведьмина изба», официальный сайт. Есть несколько сайтов, которые создали наши зрители, чтобы сохранить мои работы. Но есть официальный сайт, где есть и книги, и как бы заговоры, ритуалы в форуме. И вообще я еще раз прошу тех, кто ведет дочерние каналы, не выкладывать тексты заговоров ни в сообществе, ни лекции, ни заговоры не выкладывать, ни под роликами. Если вы хотите, чтобы люди нашли их, дайте ссылку на сайт. Вот. Заговор по этой ссылке. Они нажмут и найдут. Так будет лучше и так обезопасим. Иначе в Ютубе сейчас уже новая функция перевести. Уже и переводят, и выдают за свое. Зайдя как бы через сайт, хотя бы есть гарантия, что меньше будет этого всего происходить. Колдовство для практиков. Здесь очень много теорий. Есть и заговоры, естественно, но очень много теорий. Это старый выпуск, новый выпуск, он глянцевый, в принципе. Но мало чем отличается. Просто у меня там отложены книги, старые выпуски, новые, как-то и даже времени нет, если честно.
перебирать. Вот настолько у меня мало времени. Книга белого кота. Здесь раскрещивание. Раскрещивание не в всеобщем доступе. Его нельзя ни взаимствовать, ни где-то просить. Оно должно быть только в книге. Это дает гарантию, что человек к этому подходит очень осознанно, очень с пониманием того, что он делает. И значит, он действительно будет принят силами. Так. Золотая книга. И здесь есть тайные ритуалы. В последних книгах я вкладываю ритуалы, которые не во всеобщем доступе. Это ритуал раскрещивания, это ритуал развенчивания, это соединение с мировым разумом. Еще есть, извиняюсь, сегодня устала. Кому интересно, откройте, в каких книгах. Мы порой сами забываем, в каких они, потому что книг много. Тайные ритуалы. Где найти? Есть такой видеоролик, и Яна там все объясняет, в какой книге какой ритуал можно искать. Вот, собственно, эта книга. Здесь очень много работ для того, чтобы вернуть денежную удачу, очищение денежных дорог. Подождите, вот так. Далее. Альбомы должны быть, да. Вот здесь очень красивые, очень оригинальные альбомы наших зрителей. Я думаю, что вам тоже нравятся они, как и мне, в принципе. Такая красота. Пойдемте далее. Так, дом полная чаша. И здесь есть тайный ритуал. Вот. Содержание книг, чтобы сейчас на каждую книгу не тратить определенное время, вы можете найти на моем сайте. Уже сказала. И набирайте, значит, «Ведьмина изба» официальный сайт, собственно говоря. И там все это можете посмотреть, увидеть. 70% моих работ это вначале подарено даром. Вот. Но есть работы, которые я не выкладывала. Некоторые нельзя выкладывать, некоторые относятся к тайным ритуалам, некоторые просто не успела, не было физически времени и возможности. Так, пойдемте далее. Эта книга вышла, это последняя книга, которая вышла в прошлом году. Книга «Мудрый ворон». Или неправильно говорю. Сейчас не помню, последняя она или нет. Подскажите, вы лучше меня помните уже, когда что выходило. Потому что мне уже вообще не осталось памяти насчет всего этого. Так. Угу. Здесь все разделено. Вот чистки отдельно, чтобы вы сориентировались, нашли сразу. Подождите. Вот защита отдельно, обереги отдельно, на здоровье, древние тайны красоты, ритуалы для детей, любовные ритуалы. Вот, собственно говоря, все разделено и просто удобно пользоваться. Открывайте и сразу можете найти все, что вам нужно. Вот. Это уже алтари.
Видите, какая красота. Замечательно. Не каждый могу и может похвастаться такими алтарями, как наши зрители. И мне очень приятно, что люди так почитают и так достойно относятся к тем силам, к которым обращаются за помощью. Книга черного кота для практиков. Так. Здесь в основном вот, да, порчи, наказания, денежные заговоры. Так, и так далее. Это для практиков, для ведьм. А их очень мало, хотя многие себя таковыми называют. Нет, наверное, ключ, замок, язык все-таки последняя книга, да? Если я не ошибаюсь. Итак, ключ, замок, язык. Видите, это потаенная дверь, замочная скважина, в которой мы вглядываемся, куда нас пускают в эту тайну. То, что дано не всем и не каждому. Вот. А этим ключом мы открываем этот замок, который тоже не всем дан. Да? И вот тот ключ, который здесь изображен, это символические знания. Знания, которые я вам даю в руки, для того, чтобы вы открыли этот замок и зашли в эту потаенную дверь и нашли вам там то, что дано найти не всем, и что не всем позволено знать и пользоваться. Так. Оно открыто для всех, но не все это понимают и не все хотят стараться, понимаете? Мне недавно написал один человек: помогите, пожалуйста, я нищеброд, у меня очень много долгов и так далее. Я говорю, изучите канал. Ответ: ну, изучаю долгое время, и толку-то. Я говорю, ну, если толку нет, тогда вам никто не поможет. Свободный. Изучаю, что это говорит, то есть о чем это говорит. Заходит, смотрит, выходит. Разве это есть изучение канала? Вот о чем речь, что оно может быть перед глазами, но это не говорит, что это увидят и применят, понимаете? Многих позовут, но избранные будут единицы. Вот о чем речь. Это открыто в открытом доступе. Бери, делай, исправь свою судьбу. Нет, не хочу. Я, изучаю, захожу, смотрю, вот канал, вот ролики. И чё? А чё мне, зачем мне что-то делать? Мне пускай другие делают. Тогда ничего не будет. Так. Имею в виду, что не каждый видит в этом спасении перспективу новую. Не каждый. Многим кажется, что, это все делать, это собирать, читать. Ведь я 100 раз говорила, начните с малого. Вы увидите результат. Друг за другом начнутся перемены в жизни. Вам самой захочется это делать. Вам будет приятно и читать, и алтарь ставить у себя, и все прочее. Вот. Так. Это на колдовском языке тайная власть означает. Не все народы могут похвастаться, что у них есть азбука, понимаете? А вот у колдунов есть, по крайней мере, 7 азбук обнаружено. 4 из них основные и часто используемые были издревле. Это чтобы маскироваться, это чтобы не попасться. Вот на этом языке означает сие слово «тайная власть». Это тоже для практиков, поэтому вам здесь делать нечего. Там, где для практиков, мои алтари, в принципе. Так, вот начнем. Угу. Итак, да, это уже мы показывали. Ведьмина изба, ритуалы для практиков. Мы еще не переиздавали. Это у меня Гиси тут загрызла. Мы еще не переиздавали, их пока нет в наличии.
Но имейте в виду, что такая книга существует. Мы издавали вот как-то. Позорно издали, конечно, это издательство. Тут даже ошибками написано. Хусруева. Ужас какой-то, конечно, к ним. Нормальный человек уже не обращается, ну да ладно. Все приходит с опытом. Вот. Это мы переиздадим в скором времени. И тогда я скажу, собственно говоря. Вот «Ведьмина изба. Ритуалы для всех» я вам уже показала в новом формате, как он издан. Далее. Скоропомощники. Скоропомощники – это такие маленькие книги, не книжки, не люблю это слово, книги. Маленькие книги, которые удобны, чтобы носить в сумке, потому что они на все случаи жизни. Здесь немалое количество работ. Начнем. Это первый скоропомощник. Вот он издан в 2017 году, первый раз. В каком году издан, ту как бы дату мы и ставим все время. Так. Вот, как видите, здесь чем отличаются скоропомощники от ритуалов, заговоров, там, обрядов? Тем, что для скоропомощников не нужны ни алтари, ни какие-то там атрибуты, да, ничего не нужно, просто нужно открыть и начитать, нашептать. И эти силы придут к вам на помощь. Так, это первое. Второй скоропомощник. Вот. Секунду. Вот эти заговоры, которые тоже, собственно говоря, помогают. Шаманские скоропомощники я не издавала, не было времени. Так, второй, да, скоропомощник. Третий скоропомощник. Вот. Четвертый скоропомощник. Каждый открывать нет смысла, но вот. Пятый, который тоже недавно вышел, собственно говоря. Вот. Это вот книги. Надеюсь, что не забыла. Я сегодня уставшая, могла и забыть. Но не суть важно на самом деле. Главное, чтобы основную мысль уловили. Итак, начинаем. Гвоздь программы. Друзья мои, вот такая маленькая книга. Чуть больше скоропомощника, да. Я бы сказала, наверное, 2 раза больше. Книга Ацха. На самом деле книга Ацха – это то есть начало серии книг, касаемо ведения собственного хозяйства для богатого дома, двора, для своих питомцев, которые могут заболеть, и вам нужно будет срочно взять и прочитать. Мы могли бы сделать побольше книгу, ну, тонкую и большую книгу, но решили, что лучше сделать вот таким образом. Оно просто удобно и носить в сумке, и над животным, то есть над питомцем в том числе читать. Когда ты берешь массивную большую книгу, над головой читаешь, это вызывает у них опасение, страх. А маленькая книга, она как бы более удобна, так открыл, быстренько прочитал. Здесь много заговоров для ведения собственного хозяйства, для защиты своего хозяйства и своих там, скажем, сельскохозяйственных животных, да, или питомцев от болезней, от отравления, от зверей, хищников, от змей, от всего. Здесь я попросила Яну обязательно внедрить
заговор. Дед Сидор, который вам всем полюбился, чтобы вы не искали отдельно. Вот здесь нарушили традицию. Обычно мы не внедряем то, что было в других книгах. У нас все новое. Но вот этот заговор все-таки мы сюда внедрили. И это начало серии таких книг. Дальше будут книги именно для ведения домашнего хозяйства, для питомцев. Потому что мне кажется, стоит иногда выделять определенные работы и труды по той причине, что, ну, удобнее. Вот эта книга, вы знаете, что Бог Ацха, он защитник животных, ассоциируется с Велесом, но на самом деле это северокавказский бог, и в Закавказье его чтили, и на юге России он был как бы знаменит в языческие времена. Бог, который дает удачу, который помогает человеку, который попал в лес. Одним словом, покровитель животных и дух леса, Ацха. Рога, которые изображались на голове богов в древние времена, обозначали, что они природного происхождения. Но, кроме всего прочего, рога вообще знаменовались с богатством, с успешностью, с избранностью, понимаете? Поэтому часто, например, у царей древних времен корона была в виде рогов. Викинги те же самые вам. Пожалуйста, пример. Хотя некоторые говорят, что викинги не так ходили, но не обязательно, что все викинги, но какой-то из племени народов моря так ходили, потому что рога символизировали божественное начало, слияние с природой и прочее. Итак, вот он, защитник природы, сил природных, животного мира и помощник по хозяйству, дарующий богатых, скажем, богатое хозяйство, имущество. Так, дальше. В безысходной ситуации. Далее. Здесь вот богатство, здесь на богатый урожай и не только. Найти животные на прирост от воровства, от дурных привычек и прочее. Так, здесь оформлено, сейчас покажу, каким образом. Вот так вот интересно, красиво оформлено, с душой. Пожалуйста. Я думаю, что у всех вас есть, ну, чтобы каждому отдельно не говорить, что делать, вот собака заболела, кошка пропала и так далее. Пожалуйста, вот в этой книге все те ритуалы, которые вам нужны. И это как бы начало серии книг, потому что мы собираемся продолжать на эту тематику. Так что Ацха – это первая книга, именно посвященная как бы ведению хозяйства и благополучию и здоровью питомцев. Итак, друзья мои, вышла новая книга. Еще раз повторюсь для тех людей, которые не знают, каким образом заказываются книги. Напишите Яне, она вам объяснит, даст ссылку на сайт, если вы хотите посмотреть содержание этих книг. Все вопросы к ней, потому что книгами занимается она и отправляет книги, и, собственно, пишет, объясняет вам, как, каким образом, отправляет вам потом, кидает чеки, по которым вы можете отследить книгу на почте. Все вопросы к ней. Я создаю, скажем так, эти заговоры и ритуалы, которые вам помогают. Яна их редактирует не заговор, а текст набирает, редактирует книгу, оформляет книгу. Она редактор моих книг, она же ей занимается, это ее детище. Поэтому по всем вопросам обращайтесь к ней.
Всем удачи, всех благ. И надеюсь, что эта книга вам поможет. И в скором времени друг за другом еще будут выходить книги. Мы просто физически были не в состоянии. У нас эти книги постоянно уходят. И переиздаем, перепечатываем и так далее. Не доходили руки до новых книг. Но, вы знаете, даже столько книг было бы достаточно, чтобы сказать, что у нас нормально. И так они уходят и всегда будут уходить. Но мы на достигнутом не останавливаемся и продолжаем дальше, и будем продолжать. Я вас уверяю, что через несколько лет этих книг уже будет и 50, и 60, и больше. Потому что это все нужно человечеству и останется человечеству. Всем удачи, всех благ и всего хорошего.